Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим очень вкусный салат с ветчиной и оливками, который замечательно смотрится на праздничном столе. Готовить салат одно удовольствие, быстро, просто и из минимального набора продуктов. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала обжарим грибы. 400 грамм шампиньонов нарезаем пластинками. На раскаленную сковороду наливаем немного подсолнечного масла и кладем нарезанные грибы. Шампиньоны жарим на небольшом огне до испарения жидкости. Пока жарятся шампиньоны, одну луковицу нарезаем полукольцами. Из сковороды уже испарилась вся жидкость. Уменьшаем огонь до среднего, доливаем сюда еще немного подсолнечного масла и кладем нарезанный лук. Лук пассируем до красивого золотистого цвета. В конце жарки грибы солим, перемешиваем и снимаем с огня. Берем баночку оливок и примерно 12 штук откладываем для украшения, а остальные нарезаем колечками. 300 грамм ветчины нарезаем небольшими кубиками. Берем 6 вареных яиц. 3 из них откладываем для украшения, а остальные трем на крупной терке. Для удобства майонез перекладываем в кондитерский мешок. Салат складываем в разъемном кольце, посередине ставим стакан. Я поставила стакан вверх дном, вы ставьте правильно, так как его легче будет вытащить из салата. Диаметр кольца выставляем 19 см. Первым слоем кладем нарезанную ветчину, равномерно распределяя ее по дну. Ветчину немного смазываем майонезом. Следующим слоем кладем нарезанные оливки. Оливки тоже смазываем майонезом. Третьим слоем выкладываем тертые яйца. Хорошо их утрамбовываем ложкой. Солим и смазываем майонезом. На яйца кладем слой из консервированной кукурузы. Кукурузы понадобится 1 банка, ее тоже немного утрамбовываем ложкой. Сверху смазываем майонезом. И последним слоем кладем жареные грибы с луком. Еще больше разных салатов на праздничный стол смотрите в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Теперь займемся украшением салата. Оставшиеся яйца разделяем на желток и белок. Отдельно трем на мелкой терке белок. И желток тоже трем на мелкой терке. Тертый белок кладем по наружному краю салата. Желток выкладываем по внутреннему краю. Салат украшаем веточками укропа по кругу, выкладывая его на границе желтка и белка. Аккуратно вынимаем стакан из салата. Также снимаем кольцо с салата, немного раздвинув форму. Оливки, которые остались, разрезаем пополам. Половинками оливок украшаем салат. Для красоты дырочки в оливках заполняем майонезом. Салат готов, можно подавать на стол. Если вам понравился рецепт этого салата, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео, они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.